Глава 206. И что произойдет, когда твари окажутся в ловушке? Полюбопытствовал Ши Цинсюань. Селянь, который вместе с Хуаченом встал в центре образовавшегося круга, пояснил: дальнейшее предоставьте нам. Мы расправимся со всеми тварями, попавшими в круг, не упустим ни одной. Нам понадобится время, и в критический момент нельзя позволить им разлететься. Но поскольку мы собрали меньше 500 человек, трудно сказать, сможет ли круг продержаться достаточно долго и не вырвутся ли твари за его пределы. Вот почему я предупредил всех о возможной опасности. Что будет, если они вырвутся из круга? Спросил кто-то, нервно сглотнув. Случится страшное. Духи будут вселяться в тело людей и заражать их поветрием ликов. А если... Я хочу сказать, если представить, что кто-то испугается и убежит, что тогда круг прервется, и, возможно, тот человек тоже окажется захвачен духами. Но ведь получается, что духи в любом случае нападут на нас, кое-кто поумнее сообразил, не в любом. В первом случае твари наверняка тебя захватят, и можешь не сомневаться, что подхватишь поветрие. Во втором же это лишь возможно, иными словами, если сбежишь, еще появится шанс выжить. Именно так, подтвердил Селянь. Кто-нибудь хочет отказаться сейчас? После того, как мы начнем, сбегать ни в коем случае нельзя. Но вы еще можете уйти до начала. И, надеюсь, никто не станет порицать тех, кто не желает рисковать. Все же это действительно весьма опасная затея. Принц обязан был разъяснить это людям, иначе не получилось бы найти по-настоящему смелых и решительных добровольцев. Тут же из круга отсеялось несколько десятков человек, они, потупившись, второпях покинули улицу. Вот и славно, с облегчением вздохнул Селянь. Ши Цинсюань расстроился, что тут славного. Опять народу уменьшилось. Селянь улыбнулся, все равно их больше, чем я ожидал. И это уже очень неплохо. Сначала принц всерьез размышлял, что они будут делать, если уйдет половина, но они лишились только нескольких десятков, и это стало приятной неожиданностью. Как вдруг издалека послышался крик: «Стойте, известно ли вам, кто они такие? Им нельзя доверять. Берегитесь, они навлекут на вас беду». Обернувшись, Селянь увидел всевидящего глаза и его шайку. Ши Цинсюань сразу выкрикнул в ответ: «Вы сами-то кто такие? Не хотите помочь, отойдите и не мешайте. Я даю слово, что эти люди никому не причинят зла». Разумеется, заклинатели не восприняли какого-то взлохмаченного грязного попрошайку всерьез. «А ты еще кто? Сколько стоит твое слово?» Подобный вопрос прямо-таки вывел Ши Цинсюаня из себя. Он указал на себя пальцем и возмутился. «Чего? Передо мной вздумали о цене слова рассуждать? Да вы, как я погляжу, совсем совесть потеряли. Кто из вас не стоял на коленях перед моим Кахаем-Кахаем?» Тут он осекся и замолчал, а заклинатели решили, что у него закончилась фантазия, поэтому перестали обращать на него внимание и снова принялись увещевать. «Вы даже не знаете, что они собираются сделать. Берегитесь, как бы жизни не лишиться ради порции риса». Селянь собирался было объяснить, что попрошайки согласились помочь из верности своему другу, а не ради еды, но тут вмешался Хуачен, который протянул: «А вот и не угадали. Они делают это не из-за порции риса, а чтобы помочь тем, кто попал в беду». Селяню показалось немного странным, что Хуачен так сказал, но тут заклинатели прыснули: «О какой такой помощи ты говоришь? Кого пытаешься обмануть? Им бы свои жизни сохранить, да. Не стоит бродячему люду в это дело соваться, скорее уходите отсюда, не добавляйте хлопот». Тогда Хуачен неторопливо произнес: «А хотите сказать, попрошайки не способны помогать попавшим в беду? Им нельзя этого делать, или вы считаете их недостойными?» Стоило ему задать такой вопрос, и толпа попрошаек заволновалась, на их лицах отразилось недовольство. «Мы такого не говорили», — сердито буркнул всевидящий глаз. Ши Цинсюань тут же подскочил и ткнул в заклинателей пальцем. «Эй! Что-то не похоже. Разве вы не это имели в виду? Еще и таким презрительным тоном». «Верно я говорю, друзья, ага».
Что ты хочешь сказать? С чего это нам нельзя? С какой стати мы недостойны, накормят всех и причастных, и непричастных? Вы что, всерьез решили, что мы вызвались только ради еды? Хватит смотреть на других свысока. Селянь повернулся к Хуачину, и тот приподнял бровь, как бы говоря, проще простого. Принц понял, вот оно что. Осталось довольно много желающих, но и среди них были те, кто не мог похвастаться абсолютной уверенностью в своем решении. Как раз, кстати, соратники Всевидящего Глаза, сами того не желая, выразили по отношению к собравшимся пренебрежение, чего вы суетесь не в свое дело, неряшливые бродяги, а Хуачен лишь сделал на этом упор и заронил в сердце попрошаек зерно протеста. Вы думаете, мы ни на что не способны? А мы докажем вам, что это не так. Боевой дух вновь поднялся волной, и пока обе стороны кричали друг на друга, Селянь сам обратился к заклинателям: «Раз вы нам не доверяете, оставайтесь и понаблюдайте. А в том случае, если мы причиним кому-то вред, сможете сразу же этому воспрепятствовать». Хуачен, улыбаясь в сторонке, добавил: «Но я бы все же не рекомендовал вам этого делать». Монахи и заклинатели, так долго преследовавшие Селяня и Хуачена, наконец не выдержали, собрали всю смелость в кулак и выскочили вперед, но в результате Хуачен своей убийственной фальшивой улыбкой вновь заставил их задрожать от страха и отступить. Тем временем Хуачен вновь обратился к принцу: «ГГ, взгляни на небо». Селянь вместе с ним поднял голову, увидев, что черные тени, заслонившие луну, стали более отчетливыми, едва заметно опустились ниже над городом. Покуда принц искал людей, прошло неизвестно сколько времени, и твари готовы были вот-вот ворваться в столицу. Душу Селяня охватило беспокойство: плохо дело, мы не успеем собрать больше людей. Однако он не показал своего волнения и объявил: «Всем встать ровно. Сожмите руки покрепче». Ши Цинсюань уже давно стоял как велено, и теперь спросил: «Ваши вы?» «Старина Се. Нас ведь совсем немного, что если круг сразу же разомкнется, все-таки в мире людей шум и крики могут привести к недоразумениям». Селянь ответил: «Я буду на страже, чтобы в случае прорыва сразу удержать оборону. Лишь в этом случае мы сможем простоять как можно дольше. Другими словами, нужно будет залатать там, где появятся дыры». О, вот как, получается, наши жизни в ваших руках, включая мою собственную. Ваше высо. Старина Се, вы уж постарайтесь, как следует постарайтесь. Ведь я сейчас простой смертный, хорошо, старина Ветер. Я непременно приложу все усилия. На ладонях каждого человека в круге выступил пот, каждый стоял с напряженным видом. И как только все крепко схватились за руки, в безмолвном ночном небе вдруг раздался пронзительный вой, который все приближался. Быстрее и быстрее твари ринулись вниз, высчитав нужный момент. Селянь скомандовал: «Друзья, выдохните воздух перед собой», не понимая, для чего. Попрошайки все-таки сделали, как было велено, надувая щеки. Все разом с силой принялись выдувать в круг воздух из легких. Белый пар, который в зимние ночи выдохнули люди, не мог распространиться далеко, но энергии Ян, содержащейся в их дыхании, было достаточно для приманки. К тому же Хуачен применил заклинание отвода глаз, чтобы озлобленные духи не могли разглядеть, что происходит внизу. Уже почти разлетевшись во все стороны, твари ощутили в одном месте скопление жара и людской ци, которая то и дело перемещалась, живая и подвижная. Разумеется, духи решили, что именно в это место и нужно атаковать, и возбужденно ринулись туда, сформировав столб черного дыма, стремительно летящий с небес. В мгновение ока все перед глазами Селяня будто бы накрыло черной завесой. «Внимание, не отпускайте руки!» Они летят в западню. В тот же миг из-за спины Хуачена разлетелись тысячи серебристых бабочек, сквозь тьму пробился серебряный свет, прогоняющий черный туман перед глазами Селяня. Принц увидел Хуачена, который протянул к нему руку со словами: «ГГ, будь рядом со мной». Замерев на мгновение, Селянь схватил Хуачена за руку. Тот уверенно притянул принца к себе, обхватил за талию и хладнокровным взглядом окинул пространство вокруг. Озлобленные духи были запечатаны на горе Тунлу 2000 лет,
и свобода вскружила им голову, но все же твари не решались приближаться к ним в радиусе одного чжана. Рядом с Хуаченом и селянем не оказалось ни единого черного сгустка. Радостно ворвавшись в круг людей, духи лишь сейчас почуяли подвох. Они рвали и кусали все, что попадется на пути, но хватали только себе подобных. Почему же никак не получалось поймать живого человека? Нашлись только двое, к которым нельзя подобраться, а эти серебристые бабочки и вовсе походили на острые лезвия, которые дождем обрушились на тварей и, размахивая крыльями, уничтожали тех, так что предсмертные крики доносились до заоблачных далей. Духи, наконец, обнаружили, что оказались в западне. Они превратились в беспокойных лютых зверей, заключенных в клетке, а более 200 человек стали вовсе не наблюдателями, которые прогуливались вокруг, а настоящими железными прутьями этой самой клетки. Охваченные безудержной яростью духи принялись бешено кричать и визжать, угрожающе разевая пасти в сторону людей, словно желали откусить им головы. От гнева жуткие лица так пугающе искажались, что несколько человек в круге в страхе отшатнулись прочь, но их сразу же притянули назад соседи. «Не с места, не двигайтесь!» Подхватил Селянь. «Пока круг не порвется, они вас не тронут», его слова немного успокоили людей. Кто-то даже принялся плеваться в кричащих тварей и приговаривать: «Тьфу, тьфу, тьфу! Сдохните, сдохните от грязи! Проваливайте, да поскорее!» Наверное, услышали где-то, что демоны боятся грязи. Селянь, деликатно улыбнувшись, заметил: это не поможет. Они не боятся, и вдруг Селянь почувствовал, что где-то в круге возникла опасность прорыва. Немедля посмотрев в том направлении, принц увидел худенького попрошайку, который тяжело дышал и так волновался, что казалось, вот-вот зайдется в рыданиях. Множество духов тоже ощутили слабое место и ринулись к тому попрошайке. Селянь успел ударить белой лентой, так что твари с воем разлетелись прочь, а принц поскорее велел бедняге выйти из круга, соединив руки двоих его соседей. Но не успел выдохнуть спокойно, когда в 6 чжанах на юго-запад возникла новая брешь. Только Селянь поспешил туда, как заметил вдалеке еще одну дыру, прямо рядом с Ши Цинсюанем. Все же тварей слетелось слишком много. И это была только первая волна, а за ней придет еще больше. Беспрерывным потоком, не успевая спасти положение, Селянь позвал: «Сань Лан». Хуачен не сдвинулся с места. «ГГ, не волнуйся». Принц не верил, что Хуачен ничего не заметил и оставит происходящее без внимания. Но туда, где образовалась пустота, уже рванули озлобленные духи, и вот, когда казалось, что уже ничто не спасет положение, в воздухе рядом с Ши Цинсюанем взорвался желтый талисман. Конечно, взрыв не обладал достаточной мощью, чтобы уничтожить духов, но этого хватило, чтобы испугать их и заставить отступить, залететь обратно в круг. А толпа заклинателей, которые уже давно наблюдали за создавшимся положением, пришли на выручку попрошайкам с криком: «Вас же предупреждали, не лезьте не в свое дело. Но раз уж влезли, держитесь до конца. Если на полпути не выдержите, всем будет только хуже». Хуачен сказал Селяню: «Видишь, я же говорю, не волнуйся». Как всегда, спокойно и без спешки. Селянь кивнул. Да, всевидящий глаз и остальные заклинатели все-таки не устояли и сами вызвались помогать. Не зря каждый из них считался опытным в заклинательских практиках, каждое движение оказалось отточенным и верным. Они присоединились к защитному порядку, разъединив руки двоих стоящих и вклинившись между ними. Несколько десятков новых людей влились в круг, намного его расширив. Друзья на тропе самосовершенствования. Воззвал к соратникам всевидящий глаз. «Быстрее, быстрее, те, у кого в столице есть ученики ваших школ, зовите их сюда. Идемте, идемте, я тоже позову своих учеников». Очень скоро на просторной широкой улице людей стало больше еще на 100. И все эти люди стали потрясающей поддержкой, все как на подбор монахи, заклинатели, мастера магических искусств. Вооруженные с ног до головы, они двигались уверенно и слаженно, с суровой доблестью, от которой Селянь в душе громко восклицал «прекрасно», а попрошайки так и вовсе поразевали рты от удивления.
Прибывшие на подмогу, увидев воцарившийся хаос, выразили немалое потрясение, но сразу же присоединились к защитникам. После этого круг стал еще шире и уже едва помещался на главной столичной улице. К тому же, не говоря уже об энергии, влившейся с вновь прибывшими, каждый заклинатель имел при себе разнообразнейшие магические артефакты, и они, вне сомнений, сильно увеличили время, которое может продержаться защитный круг. Теперь в душе селяня зародилась почти полная уверенность в успехе. Он невозмутимо обратился к людям: «Не бойтесь, сейчас перевес сил на нашей стороне. Нас становится все больше, и главное — это держать оборону, а уничтожение тварей — лишь вопрос времени, остальные тоже». Видели, что положение меняется в их пользу. Надежда сразу придала людям стократной уверенности. В ответ послышалось громогласное: «Уничтожим их». Тем временем всевидящий глаз воскликнул: «От нас присоединилось 168 человек. А сколько было вас?» Долго ли продержится такой круг? Ши Цинсюань в лице предводителя попрошаек, который уже много раз всех пересчитал, громко ответил: «Нас осталось 148». Принц подвел итог: «Выходит, всего получилось 316. Нужно найти всего», но Хуа Чен его перебил: «Нет». «Что нет?» — обернулся к нему селянь. Хуа Чен перевел на принца сосредоточенный взгляд. «Неверное число. Сейчас в круге находится 317 человек.